Где здесь ежик? Ну, Там ежик, только е буква меня на Ж и ё. Т из ежика. Ну, е меня на ё. Все, что Ну да, а просто знаешь, когда ты помнишь, что Ж это может быть не Ж, И Оно это может может быть быть Д, может быть Г, может Ну, быть... Что, поляниця, полуниця біля Укрзалізниці? Все, ладно. Всем привет. Я Гороховатская Галина, и я приехала в Эстонию из Украины. Свою гостью я представлю чуть позже, потому что она даже не знает, какая сегодня тема разговора, а тема разговора будет, поймет ли эстонка украинку. Да, Света. что? Значит, игра простая. Я тебе говорю слово. Вот, например, такое. Вот. Сейчас пока сверну, чтобы ты там раньше времени не Окей. испугалась. Я тебе говорю слово на украинском языке. У тебя будет 3 подсказки. Первая будет смысловая, вторая будет в тексте, то есть в предложении. Так, а что я показываю? Вторая будет в тексте, в предложении. И третья будет с картинкой. То есть на картинке просто это слово нарисовано. Ага. Все как в книжке для детей. Вот картинка, что я вижу на картинке. Типа, покажи у киси глазки. Вот. То есть цель видео понять, насколько общие культуры, языки, семантические корни украинского, эстонского языков. Мгм. Да, дело в том, что с русским, между русским и украинским совпадение всего 68% лексически. Это Мгм. меньше, чем с польским и с Да белорусским. ладно? Конечно, там 80-90%, потому что я, например, по-польски читаю, понимаю чешский, сербский, болгарский. Слово, Света, у нас червоный. Червоный. Вот. С первой попытки, без первых подсказок, что-нибудь такое вот. Э, красный? Ну, как ты угадала? Ты презентацию Потому что песня есть у Ротару. Червоная Вот. или что-то там вот это. Червоная рута, да. Ты знаешь, что такое рута? Нет. Трава такая. А, Молодец. Ну, в общем, тут пример. Час, раз, два, три. Коли настає осінь, я шукаю поглядом листя червоного кольору, бо воно подобається мені. Тут совсем непонятно, да? вообще. Я еще, наверное, быстро Ну, читаю. вот я знаю вот это вот, я шукаю, типа, я ищу, да. Коли Да. это если, наверное, да? Когда? А, когда, окей. Ага, если Тогда, там по-другому немножко. ну, меня, да? Да, да, да. Ну, все. Вот, потому что у нас когда-то с тобой был такой спонтанный эксперимент по белорусскому языку. Это было очень смешно, потому что в белорусский вообще там, ну, если с украинского, нечего понимать. Ну и, Ну, собственно, смотри, если еще, допустим, подожди, вернее, если еще догадываться, ну, прям совсем искать связи, вот это поглядом, типа, я, как это, ищу взглядом, может быть, да, листья поглядом. красного кальору, это, цвета, Ну, color. ну, да. Ну, по-моему, по-эстонски нет, там по-эстонски Не, wear. не. Ну, по-английски color. Это Color color. и по-испански, я уже забыла как. Вот. А дальше мне под меня, эти, типа, которые на меня смотрят, нет? Подобается. А, Нравится. А, о, Подобаться, нравится. подобаться нравится? Подобатися. Так, ну, Хорошо. Мелдима, вот это подобатися. Ага. Нравится. Да, если нас слушает кто-то эстоноговорящий тоже, привет вам большой, я учу эстонский язык. И, собственно говоря, это один из опытов моих для того, чтобы укорениться, погрузиться в эстонский язык и найти взаимодействие и пересечения между языками, которые я уже знаю. Так, ну пример мы показали, понятно, красный листочек. Ну, ты же понимаешь, я ж не могу просто так. Первый это был разминка. Дальше слова будут более каверзные. На мою богатую фантазию, да? Ты уверена, что эфир это пропустит? Нет. Ну, тебе знакомо такое понятие, как пароним и амоним? Ну, короче, слова, которые похоже звучат, ну, в русском коса-коса, там, я сейчас забыла. Ну, коса у девушки коса, там, косить косу, коса, так. А есть еще такое понятие, как ложные друзья переводчика. Знаешь такое?
Ну, когда человек учит новый язык и встречает совершенно знакомое слово, а оно в этом языке обозначает совсем не то, иногда даже противоположное, или что-то рядом, или вообще не туда, ну просто созвучие, то есть это пародия. Ну, как слово тубли, когда я первый раз услышала, она меня сказала учительница эстонского языка. Я думала, что она заматерилась. Ну, вот это один из примеров ложных друзей-переводчика. Ну, это так их называют среди переводчиков, а среди тех, кто погружается в язык, среди этих, как они называются, полиглоты. Вот. Я вот еще эстонский доучу, и я буду уже официально полиглот, потому что это, по идее, уже 5-й язык. Ну, именно который такой более-менее, не то, что ты там польский, белорусский, то так. Это даже я не считаю, это, мне кажется, все украинцы понимают. Итак, следующее слово привезли. О, это месяц какой-то. Молодец! Я не знаю, какой. Это какой-то месяц. Подожди, стой, подожди. Ну, месяц, правильно. Ну, какой я сама путаю. Это знаешь почему? Это общение с белорусом дало. Потому что у них месяца такие же, и у поляков очень похожие. Да. Так, подожди, давай, у меня есть несколько версий. Это или апрель, или какой-нибудь июнь-июль, или октябрь. Нет, октябрь не может быть. Ну, что-то летнее-весеннее, нет? Летнее, да. Но, если честно, я сама путаю. Да. Да. Ну, так, знаешь, июнь-июль, вот, и он во всех языках, в английском, в эстонском, July, July, и все переспрашивают. Эстонцы тоже, я уже поняла вот это. Юли, да. а потом нинь. Вот да. это червень, липень, это в украинском, ну, у меня, по крайней мере, это проблема, это болячка. Я сейчас посмотрю. О! Естонці святкують початок астрономічного літа його першого місяця, тобто у червні. Тобто це перший місяць літа, це іюнь. Ага, июнь. Ну, астрономическое лето 21 июня вроде вот в Пярну отмечали. Да. Я еще на Фейсбуке постила, кто хочет, можете так меня найти. Слушай, ну здесь просто, я могу тебе, ну, плюс-минус прочитать. Давай. Ну, перевести. Я предполагаю, что святкуют это типа начинают или празднуют, да? Или отмечают. Ну, и отмечают, но отмечать немножко по-другому. Ну, короче, празднуют, да, праздник. Да. Эстонцы празднуют начало астрономического лета, его первого месяца, тобто это что? В его. Тут немножко история, как я люблю вот это вот эстонские падежи, вот это вот красота из 14 форм дальшего состава, я не могу выучить. Ну так вот, там некоторые предлоги, ну как в эстонском, прячутся в слово или в окончании падежную форму. Вот, пожалуйста, это когда, коли. То есть если русские говорят в его первый месяц, то украинцам можно совершенно спокойно сказать его. Ну, то есть кого чего. Окей. Чего это? Второй падеж, получается, родителей. Родовый відмінок. Кто это, то есть? Понятно. Света молодец, это отгадала 2 из 7 слов. Ну, вот пример вот тебе, червень. Вот. Следующее. Ежа. Я тебе могу дать сразу подсказку, потому что это сложно. Это и сложно, и легко. Если знать истории языков славянских, славянской группы, а в частности происхождение украинских, белорусских, русского языков, то есть старославянский язык, как он называется, церковнославянский язык, он же древнерусский, он же древнебелорусский, он же древнеукраїнський. Это один язык, и я буду наголошувати на цьому, я буду стояти на цьому. Были основаны Кириллом и Мефодием, сейчас я забыла в каком веке, и они были списаны с тогдашней версии болгарского языка с примесью греческого. Так вот, там интересная очень история с гласными, к чему это все привело. Буква «ё» в русском языке чаще всего это «и» в украинском языке или «е». Ну, то есть вот попробуй поиграть.
Это тебе на первую букву. Ну, самое, я тебе скажу, первое, что мне приходит в голову, это типа ёж. Ну, хорошее предположение, мне нравится. И я думаю, мы потом к нему позже вернемся. А сейчас давай поиграем со второй буквой. Сейчас ты хорошо пошла. Где Ж, это не Ж, да? Да, потому что там есть еще такая фигня, которую я очень люблю. И она вот в русском языке есть чередование. Ну, раз рос, растет, там, рос и так далее. Что там еще? Забыла, в общем. Пере-пири, пре-при, вот эти чередования. Так вот, в украинском языке более широкое чередование, но опять же более схоже с логикой чередования и согласных, и гласных в эстонском языке. Ну, например, ватке, ну, то смотрите. Вадаке, вот. Ну, вот это вот ке, это там же оно либо ге, либо ке. Короче, да. Это чередование. Там есть целые эти буквы. И мы когда... Не буквы, а как они, цепочки. У нас в школе прямо их заставляли вот это вот учить. И вот мы учили, Д чередуется на Ж в украинском языке. Ну, их там много. Д на Ж. А теперь прочередуй. Вот первую ты хорошо прочередовала. Ну вот, ты сказала, что это ёж. А теперь прочередуй вторую букву. И что получилось на Д? А теперь на другую букву я сказала, что Е это либо Ё, либо Е. И вот прочитаю это слово. Вот. Еда? Ага, молодец. Я так поняла, тебе нафиг не нужны подсказки мои. Да где же? Я сначала ёж сказала. Подожди. Колючим мы еще к небритым дойдем. Давай, если хочешь, читай. Корисную їжею... Так, можете поржать с меня сейчас. Так, коріжою їжею традиційно вважають овочі, фрукти та пісні м'яса. Молодец. Вот там еда, едою, наверное, да? Да. За едой традиционно считают овощи, фрукты и постное мясо. Угу. Ну, да, прочитала да. Хорошо. 5. В Украине 5 это удовлетворительно, между прочим. Да ладно, да? Отлично. Это не отлично, это задовольно, удовлетворительно. Вот. Ну, тебе надо, как оно в оригинале, прочитать или нет? Да, конечно, но интересно же. Интересно, да? Да, я надеюсь, это не твой канал, с тобой будет интересно. Те, кто сейчас смотрят на Ютубе, вы тоже там пишите в комментарии, интересно вам или нет. Или просто поставьте лайк, дизлайк, чтобы я хоть знала. Вот, корисною їжею. Ставьте все. Что? Ничего. Кому надо, те услышали. Я просто, когда говорю, у меня скайп сразу тебя выключает. Я, знаешь, как глухарь. Я пою, и все, я только себя слышу. Ну, в общем, давай так, это было такое посылание в мозге, в разум других людей. Кто хочет, тот понял. Это Кашпировский, это и установка. Да. Запомните. Все узлы рассасываются. Вы изучаете эстонский язык, вы понимаете его. И у вас сразу с А0 до Б1 сразу так. Итак, вернемся к нашим баранам, а именно к українській мові. Корисною їжею традиційно вважають овочі, фрукти та пісне м'ясо. Вот, забыла тебе еще сказать на букву И. В общем, у нас с 2 точками, как и в эстонском, как и в русском языке, на все эти фигни всегда падают ударения. Украина, їжа, їхати. А с 1 точкой тоже падает ударение? Ну там зависит уже... Ну, это как... Ну, вот эти... Овощи. 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 Ну, че это ще? Не, ну я про ударение. Нет, тут овощи. Ну, там, если овощной, овощевый, там, ну, уже... Там чередование, там на русский похоже. Угу. То есть это не как в эстонском. Окей. Только на первый Только слог. на первый, да. Да, но еще 357 исключений в каждой теме. Нет, это когда многосоставные слова из нескольких состоит, и, соответственно, если ты знаешь, из скольких слов состоит, ну, ты знаешь язык, да, ты видишь, что там несколько слов. И ты на каждой... Я знаю! Мне один что-то, это дата сказал, это Купаев, дата, блин, мне Купаев и все, Купаев. Купаев.
да. Вот. А мне Ну, два слова, купается. месяц, день, Да да. я понимаю, я мозгом понимаю, но у меня там не сворачивается. Я такая, еще так там два ударения. Вот тут удвоенная гласная, дифтонг, и я такая, а еще вот это мой любимый, вот это что за звук, это это а, это что это за звук? Тарну, тайм. Такая, знаешь, как будешь кашу? Не. Вот, следующее слово. Едок какой-нибудь. Нет, я просто помолчу. Но я тебе дам подсказку. Так типа, К это тоже не К, да? нет, тут все нормально. А. Но ты уже очень хорошо справилась с предыдущим словом, и ты даже ему сказала несколько раз. Вот это слово. Ёжик? Ага, это просто. Где здесь ёжик? Ну, Там ежик, только и буква меняем Ж на и К ю. из ёжика. Ну, и меняем на ё. Все, что... Ну да, а просто знаешь, когда ты помнишь, что Ж это может быть не Ж, И Оно это может быть Д, может быть Г, может ну, быть Ж, З, там много вариантов. Там уже ближе к поиску вот это, вот это вот туда, да. Там могут быть варианты, я тебя просто так сейчас. Там маленькие, коротенькие слова. Вот видишь, мы начинаем с 3 букв. хорошо. А потом будет здрасте, Нати, да? А потом будет, да, вот это Лемиклома, там вот это вот Кюпаев. Вот это там будет, подожди. Окей. Пример. Да. Було лячно першой ночі, ночі. Ночи. Коли їжак. Ежак. Я тебе соврала, не всегда ударение. Сейчас падает ударение. Значит, там другая семантическая вот эта вот фигня, скорее всего. Там корень какой-то. Значит, я была не права. Извиняюсь. Света молодец. Там-там-тара, Света молодец. Коли їжак. Так, їжак. Тупотів та хрумкав біля намету. В общем, топает и кушает там что. Хрустит, наверное, да? Да, да. Ну, Они жевал, что-то типа там чавкал, вот ночью. это, хрумтел. Было это было, наверное, да? Да, да, да. Ага. Это чисто история из моей жизни, да, там тоже веселуха, как однажды ездили мы с ночевкой в лес, и меня еж будил, и я так и не спала. Но то, что было холодно, эта зараза еще нашла там яйца, выжрала их, и вот это потом раскидала вот цей їжачок малюсенький. И еще он шкрябал, это что-то этот звук, когда они идут, и там, когда мы еще ездили с Ольгой Аранской, ты ее знаешь, а там домики на сваях были, и вот они бегают, и по полу, вот это, как в фильмах ужасов, знаешь, этот, ну, этот Крюгер, да? Не, это когда они уже в доме, а вот это когда они едут, это вот, ну, иголки, то, что дом уже приподнятый, он бежит и расчесывает дом этот. Вот. Ну, вот он, собственно говоря, засранец. Да он же клевенький, смотри, какой хороший. Да, этот клевенький, а тот, зараза, не давал мне спать. Вот, и подвезли, как я люблю. Вообще, это классическое слово, говорю сразу, на котором все украиноговорящие прикалываются над русскоговорящими. Потому что... Нет, знаешь, у меня другая ассоциация, если что. Какая? Что паляниця, полуниця біля Укрзалізниці. Все, ладно, незабаром, забыли. Незабаром. За кофейней просто. Ага, ну почти. Это ложный друг переводчика, поэтому тебе сразу подсказка. У меня даже нет представления вообще. Берешь подсказку, звонок другу 50/50. Давай так, это какое-то, наверное, наречие, да, или что-то типа? Да, откуда ты знаешь? Или как? Я не знаю, вот как... Так, не знаю, давай подсказку. Это когда? Когда? Вот это слово отвечает на когда. Ну, когда зимой, когда или как. Ага.
Как? Когда? Ну как? Холодно, темно, страшно, светло, мокро, там, зелено. Ну, Давай еще какую-нибудь подсказку. ладно, я тебе даю тогда текстовую. О, это прям про сегодня. Ты меня поздравляла с первым снегом в Эстонии, пожалуйста. Да. Это вот про вчера. Вот это предложение я писала вчера, и, видимо, я наколдовала, ладно. Українці поймут, що таке колядувати. Я наколядувала сьогодні і сніг. А что это? Я тоже знаю, что такое колядовать. Это там перед да? Рождеством там петь что-то, ходить, там эти святки, хератки. Да. Давай. Незабаром. Мне прям тяжело, если что. Я прекрасно тебя понимаю, я учу эстонский язык. Так, незабаром прийде зима-то. Неожиданно. Нет, подожди, это когда? Подожди. Это несподівано. Неожиданно. Та випаде снег. Ну вот смотри, я вчера, если бы я точно знала, ну подсказки пошли, что сегодня выпадет снег, как это случилось, я бы тебе сказала, що незабаром сніг випаде, так і піде сніг. Незабаром. Ну не через год, не через рік, не через 2, не через місяць, а ось незабаром. Ну ось, от. Уже подсказываю. Ну, наречие, вот. Сдаешься? Скоро? Скоро? Да? Ты смотри, ты ни разу... Это была отчаянная попытка, если что. Ты еще ни разу не дошла до картинки, до третьей подсказки. Светлана у нас молодец, еще ни разу не дошла до конца, а я сделала еще 2 части, и у меня еще есть запас на несколько таких видео, но нет пока презентации. То есть, если вам понравится, пишите, пожалуйста, в комментарии. И если у вас вдруг есть варианты каверзных слов украинских... Да, как мне попытать? В общем, пишите такие интересные слова, которые переводятся на русский язык неочевидно или необычно, или просто смешные слова. В украинском языке, украинский язык вообще очень милый язык. Ладно, как эстонский. О! Паркан. Паркан. Ну, это знаешь, как созвучно, типа капкан какой-нибудь. Ну, да, словообразование похоже. Потому что все же русский язык с украинским лексически на 68% совпадает. Ага. Давай так, существительное какое-то, да? Да. То есть що, неодушевленный предмет, вещь. Можно потрогать, не абстракции. Уже подсказок, наверное, достаточно. Ну, на этом уровне. Угу. Стакан? Не стакан, это склянка. Кстати, блин, это был ложный этот самый... Ложный друг переводчика. Ну, ты сейчас, Света, забудешь, и я тебе... Ну да, конечно. Ага. Посмотрим. Ну что, текст? Подсказочка? Давай, да, подсказку. Ага. То мы уже, знаешь, мы уже полчаса начерикали с тобой. Мы можем. Да, давай. Мені дуже здивувало те... Фу, що в Естонії? Изи. Окей. Юлут. Вот это вот юлут, вот это зи, вот это капитально. То есть эсто разгоняешься, а дальше юлут. Поняла? Эсто, а дальше юлут. Как я учила, может, ыть. Да, да. Стиль, да, эстонскую туда. Так мало парканів біля домів. Меня, наверное, очень удивляет то, что в Эстонии мало вот этой вот. Вот этого вот. Вот этого вот. Возле домов. Возле домов. А иногда вообще нет. Скамейка? Или урна? Нет, урн нормально хватает. Нет? Картинку? Подожди, стой. Я сейчас буду думать, а что у нас нет? Ну я же не знаю, что у вас есть у домов. Грядки какие-нибудь, клумбы? Нет. Ладно, я тут хотела еще написать типа приватных домов, если это тебе что-то говорит. Парковка?
Ну, частных домов, возле частных домов. Но парковка. Не-не-не-не. Забор? Да, это забор. Ага. Не знаю, откуда это слово взялось, может, от слова парк. Не знаю точно происхождение этого. Окей. Так, едем дальше. Или что у нас уже? Вообще не рядом слово, если что. Ну, вот это ж к вопросу о том, что русский и украинский язык — это один и тот же язык. Нифига он не один. Не вообще нет. Що таке незабаром, що таке паркан, і чим їжа відрізняється від їжака. І чи можна їсти їжака і їсти як їжу. Ну, простенько. Это ложный друг переводчика. Вот, я только хотела сказать, что не может быть все так просто. Да. Тут никаких нет ни чередований, ничего. Все буквы как буквы, да? Абсолютно нормально, просто это вот... Ну, то есть оно в русском обозначает одно, в украинском другое. Но, подсказку даю, что-то очень близко. Ну, к примеру, я химик по образованию, да? Вот в химии есть, допустим, кислоты, а есть какие-нибудь, ну, не знаю, что такое, полимеры. Ну, как бы оно все к химии относится, но тем не менее, ну, нельзя сказать, что кислоты и полимеры как-то вот, ну, там синонимы, ну, из одной области, из химии. Если тебе о чем-то это говорит, это из одной области абстрактных понятий, это абстракции. Это какой-нибудь сейчас? Ну, вот, кстати, сейчас, да, это, я же еще думала, блин, что-то есть же, да, похоже. Сейчас, что это? Да? А? Это не то. Ты знаешь, ты меня навела на мысль, да, что все-таки есть. Вот откуда этот ложный переводчик, потому что сейчас. И сегодня вот это сегодня, а в украинском оно так осталось, сьогодні. Угу. Ну, как и в эстонском, сепае, вот это вот. Ага, да. Вот сейчас, ладно, вот вернись к этой мысли, что сейчас, вот этот час, да, сей час. А какой-нибудь там немедленно, мгновенно, что-нибудь нет? Нет, это существительное, это ладно. Блин, ну если я скажу, ты сразу... Ну, подожди, нет, давай подсказку, ты там что-то приготовила, я точно А, знаю. текстовую? Ну да. Ну так ты же говори звонок другу, я вот уже звоню, вот она я в скайпе, вот давай. Это Е. Почему не написать Е? Ну написано вон тебе Е. Вон и написано. Это еще и в другую сторону. Это вообще не Е. Так, Я тебе более того скажу, если З рукописную русскую перевернуть, получится украинская рукописная Э. Так что это так, тебе к сведению. окей. Час є єдиним ресурсом, який не відновлюється. Ага. Час є єдиним ресурсом, який не відновлюється. Ну, ты любишь вот это ресурсы, саморазвитие. И... Ну, это банальное, знаешь, выражение, что вот это ресурс, который невозможно восстановить. Это миг, наверное, да? Нет? Ну, почти. Да блин. Галя. Что? Я тут, вот она я. Картинку. Давай. Блин, ну это абстракция. Ну, гадаешь? Мысль? Нет? Ресурс, мысль. Мысль А может что, быть нет? ресурс? Иногда мысли вообще бесполезные ресурсы. Подожди. Давай в философию уйдем. Давай. Вот любят пофилософствовать. Вот. И тоже про это очень любят говорить. Про вот эту вот абстракцию. Вот, это классический пример ложного друга-переводчика, потому что это полностью слово, ну, русское слово, но обозначает оно немножко другое. Я тебе могу сказать по-эстонски, и ты на раз, два, три угадаешь, да? Наверное. Аек. Аек. Время?
Да! Вот, да ладно! Это время. Ой, я что-то тут пила. За радость! Это было время. И Света у нас молодец, потому что она отгадала все 7 слов из этой... Ну, как тебе сказать, с Не, ну последней ты ж с слышала. натяжкой вообще. Не, ну извини меня. Я учу эстонский язык уже, получается, 8 месяцев, а ты его учишь сегодня первый день. Хорошо, ладно. А ты учишь только 33 минуты, ну, если верить таймеру. Окей. Вот, я тебя поздравляю с первым уроком эстоно-русско-украинского языка. И все, кто нас видел, слушал, читал и смеялся вместе с нами, и удивлялся. Подписывайтесь на канал «Украинцы в Эстонии», ставьте лайки, пишите колокольчик, советуйте друзьям, особенно тем, кто, как и я, переехали из Украины в Эстонию. Меня зовут Галина Гороховатская, и это была Светлана Колесова. До новых встреч, новых видео. Пока-пока. Пока. Это Кашпировский, это Юстон. Да. Запомнить. Все узлы рассасываются. Вы изучаете эстонский язык, вы понимаете его. И у вас сразу с А0 до Б1. А что это? Я тоже знаю, что такое кольдовать. Это там перед Да? Рождеством там петь что-то, ходить, там эти Да. святки, хератки, простите. Да. Полоте. Фу, что в Эстонии? Эстонии? Изи. И. Ну, как Окей. Юлу тут вот. Ю. Вот это вот Юлу, вот это Зи, вот это капитально. То А, есть С100 разгоняешься, а дальше Юлу. Поняла? С100, а дальше Юлу.